Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из стручковой фасоли нам понадобится один довольно крупный репчатый лук. Лук очищаем и нарезаем мелким кубиком. Разогреваем сковороду с 2 столовыми ложками растительного рафинированного масла. Добавляем 30 грамм сливочного масла, растапливаем. Отправляем лук в сковороду. Обжариваем до прозрачности лука. Периодически лук перемешиваем. Пока обжаривается лук, очищаем 150 грамм грибов шампиньонов. У меня один довольно крупный гриб. Это самое вкусное блюдо из замороженной стручковой фасоли. Если вы не знали, как быстро и вкусно приготовить зеленую фасоль, этот рецепт просто находка. Стручковая фасоль еще никогда не была такой вкусной. Тушеная стручковая фасоль с овощами получается вкусной, сочной. Готовится из простых и доступных продуктов, на скорую руку, на обед или ужин для всей семьи. Простой рецепт приготовления спаржевой фасоли. Невероятно вкусная ароматная тушеная стручковая фасоль. Полезный и простой рецепт. Ароматная тушеная стручковая фасоль с чесноком. Вы обязательно полюбите стручковую фасоль. Теперь грибы нарезаем довольно крупными пластинками. Добавляем к луку. Перемешиваем и обжариваем до выпаривания жидкости. Периодически грибы с луком перемешиваем. Тем временем нарежем помидор. Помидор разрезаем на 4 части, затем нарезаем не очень тонкими пластинками. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить стручковую фасоль вы, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Добавляем помидоры к луку с грибами. Перемешиваем. И добавляем 400 грамм замороженной стручковой фасоли. Перемешиваем и обжариваем овощи 5-7 минут. Периодически овощи перемешиваем. Затем вливаем 2 столовые ложки соевого соуса, 100 мл питьевой воды, добавляем черный перец по вкусу и половину чайной ложки сахара для баланса вкуса.
Перемешиваем, ждем закипания, накрываем крышкой и тушим на умеренном огне до выпаривания жидкости. Процесс занимает 7-10 минут. Пока тушатся овощи, очищаем 2 зубчика чеснока и мелко нарезаем. Также мелко нарезаем зелень. У меня сегодня пол-пучка петрушки и несколько стеблей зеленого лука. Теперь овощи перемешиваем. Добавляем чеснок и петрушку. Снова перемешиваем и даем обжариться всему вместе еще буквально 2 минутки. А пока обжариваются овощи с чесноком, в миску вбиваем 4 куриных яйца, добавляем соль по вкусу, я добавляю треть чайной ложки, и черный перец. Перемешиваем. Вливаем яйца к овощам и на умеренном огне под крышкой жарим 3-4 минуты. Тем временем приготовим соус. Нам понадобится один небольшой маринованный огурец, натираем его на мелкой терке. Добавляем 3 столовые ложки сметаны, у меня 15% жирности, 1 столовую ложку майонеза и 1 десертную ложку французской горчицы в зернах. Добавляем черный перец по вкусу. По желанию соус можно посолить, мне достаточно соли в маринованных огурцах, майонезе и горчице. Перемешиваем, соус готов. Теперь овощи с яйцами перемешиваем и даем обжариться еще буквально 2 минутки. Стручковая фасоль с овощами и яйцами готова. Это невероятно вкусное, полезное и простое блюдо покорит вас вкусом и ароматом с первого кусочка. Это самое вкусное блюдо из стручковой фасоли, которое я когда-либо ела. Замороженная стручковая фасоль – быстрый рецепт, дешево, полезно и вкусно. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 скумбрии. У рыбы отрезаем хвост, отрезаем голову, делаем это наискосок под плавники. Затем делаем надрезы с 2 сторон от хребта, не разрезая брюшко. Удаляем хребет, удаляем внутренности, и обязательно удаляем черные пленки.
Вот такое филе получается. Перекладываем рыбу в блюдо. Повторяем процесс со второй скумбрией. Домработница миллионера научила меня этому трюку. Скумбрия вкуснее лосося. Рецепт рыбы удивил всех моих гостей. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Дешево и полезно. Вкусный рецепт из простых продуктов. Очень легко готовить. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Если вы не знали, как готовить вкусную рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Вкусный рецепт макрели из простых и доступных продуктов. Готовится на скорую руку. Прекрасный обед, ужин, отличная идея к праздничному столу. Я больше не буду жарить рыбу. Запеченная скумбрия в духовке с овощами. Приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка соуса терияки, 2 столовые ложки майонеза, 1 столовая ложка медовой горчицы. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе, треть чайной ложки сушеного розмарина, треть чайной ложки сушеного молотого имбиря, пол чайной ложки сладкой копченой паприки и черный перец по вкусу. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока, и хорошенько перемешиваем все ингредиенты между собой. Смазываем рыбу маринадом и оставляем промариноваться на полчаса. Так как филе у нас разделано, этого будет достаточно. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях, пишите свой отзыв о рецепте и делитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить скумбрию вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Займемся овощами. Нам понадобится 200 грамм стручковой фасоли. У меня свежемороженая. Я ее заранее не размораживала. Пересыпаем стручковую фасоль в миску. Также нам понадобится 1 сочный спелый томат. Нарезаем его довольно крупным кубиком. Добавляем к фасоли. Добавляем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. Добавляем треть чайной ложки итальянских трав. Треть чайной ложки молотого кориандра. Треть чайной ложки гранулированного чеснока и копченой сладкой паприки. Хорошенько перемешиваем овощи. Пересыпаем овощи в форму для выпекания и равномерно распределяем. Приготовим начинку для рыбы. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Разогреваем. А пока разогревается сковорода, некрупным кубиком нарежем 1 репчатый лук. Отправляем лук в сковороду и обжариваем до золотистости. Пока обжаривается лук, очистим 3 зубчика чеснока и мелко нарежем. Добавляем чеснок к луку, перемешиваем и продолжаем обжаривать на умеренном огне. А пока обжариваются овощи, некрупным кубиком нарежем 1 морковь. Добавляем морковь в сковороду, перемешиваем, обжариваем до полумягкости.
Пока обжариваются овощи, некрупным кубиком нарежем один сладкий болгарский перец. Добавляем перец в сковороду. Добавляем соль по вкусу, я добавляю треть чайной ложки, черный перец по вкусу. Перемешиваем и обжариваем до полумягкости. Пока обжариваются овощи, мелко нарежем 2 довольно крупных стебля зеленого лука. Добавляем лук в сковороду, перемешиваем и выключаем огонь. Начинка готова. На стручковую фасоль выкладываем филе рыбы, на одну половину филе выкладываем половину начинки. Накрываем вторым филе. Повторяем процесс со второй рыбкой. Смазываем скумбрию оставшимся маринадом. Теперь форму для выпекания накрываем фольгой и отправляем рыбу с овощами в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до готовности овощей и скумбрии. Смотрите по своей духовке. Запеченная скумбрия с овощами готова. Подаем к столу. Скумбрия получается невероятно вкусной, мягкой, сочной. Овощи прекрасно гармонируют с рыбой, они получаются пряными и ароматными. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Скумбрия вкуснее лосося. Простой рецепт без обжаривания. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Просто приготовьте скумбрию, вся моя семья в восторге. Вместо надоевшего лосося готовлю запеченную скумбрию. Подруга из Кореи научила меня так вкусно готовить скумбрию. Рыба на каждый день и на праздник. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 600 грамм мойвы. У мойвы отрезаем голову. Затем разрезаем брюшко, удаляем внутренности и черные пленки. Гениальный рецепт приготовления мойвы. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, это великолепный рецепт. Лайфхак, как пожарить рыбу. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи. Дешево и полезно. Жареная мойва вкусно и просто. Рецепт вкусной рыбы без заморочек. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, этот рецепт просто находка. Никакого неприятного запаха. Вкусно, просто, дешево и полезно. Простой и вкусный рецепт, как приготовить мойву. Очень легко готовить. Мало кто так готовит мойву. Муж в восторге. Теперь рыбку тщательно промываем под проточной водой. Вот такая мойва получается. Замаринуем рыбу. Нам понадобится 1 столовая ложка лимонного сока. Поливаем мойву лимоном.
Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе, половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию. Перемешиваем рыбку и оставляем промариноваться на 20-30 минут. Займемся гарниром. Доводим до кипения 1 литр воды, добавляем половину чайной ложки соли, опускаем 200 грамм замороженной стручковой фасоли в кипящую воду. Перемешиваем, доводим до кипения. После закипания варим стручковую фасоль ровно 2 минуты. Затем стручковую фасоль откидываем на сито и даем стечь в воде. Теперь в сковороду вливаем 1 столовую ложку оливкового масла и 1 столовую ложку растительного рафинированного масла. Разогреваем. А пока разогревается сковорода, кубиком нарежем 100 грамм шампиньонов. Отправляем грибы в сковороду и обжариваем до выпаривания жидкости и золотистости грибов. Пока обжариваются грибы, очистим 5 зубчиков чеснока и мелко нарежем. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях, пишите свой отзыв о рецепте и делитесь своими любимыми рецептами Мойвы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Грибы подрумянились, добавляем половину порции чеснока, обжариваем еще 1 минутку и добавляем в сковороду стручковую фасоль. Перемешиваем. Добавляем половину чайной ложки сахара, добавляем треть чайной ложки сушеного молотого имбиря, треть чайной ложки куркумы, черный перец по вкусу. Перемешиваем и обжариваем буквально 1 минуту, чтобы специи раскрыли свой аромат. А тем временем на сухой сковороде, постоянно помешивая, обжариваем 2 столовые ложки кунжута. Процесс занимает буквально 1 минуту. В сковороду со стручковой фасолью добавляем 3 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку соуса терияки, 1 столовую ложку лимонного сока. Добавляем обжаренный кунжут. Перемешиваем. И вливаем 100 мл питьевой воды. Снова перемешиваем и тушим на умеренном огне 5-7 минут до выпаривания жидкости. Возвращаемся к рыбке. В сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла, разогреваем, а пока сковорода разогревается, некрупным кубиком нарежем 1 репчатый лук. Добавляем лук в сковороду. Обжариваем до золотистости. Пока обжаривается лук, на крупной терке натрем 1 морковь.
Теперь к луку добавляем вторую половину порции чеснока, перемешиваем. Добавляем морковь и обжариваем до полумягкости. Теперь в сковороду вливаем 400 мл томатного сока и 200 мл питьевой воды. Добавляем соль по вкусу, я добавляю пол чайной ложки соли, черный перец по вкусу, половину чайной ложки сахара и половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Добавляем 5 горошин душистого перца, перемешиваем и доводим до кипения. В кипящий томатный соус опускаем рыбу. Добавляем 2 лавровых листика, доводим до кипения, убавляем огонь до умеренного, накрываем крышкой и тушим 20-25 минут до готовности рыбки. Стручковая фасоль в кисло-сладком соусе с грибами готова. Подаем стручковую фасоль к столу. Вот такая она получается. Мягкая, нежная и ароматная. Стручковая фасоль в кисло-сладком соусе. Мойва также готова. Подаем к столу. Никакой грязной посуды и никаких брызг жира из сковороды. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, этот рецепт просто находка. Жарить рыбу еще никогда не было так просто. Больше не надо думать, как готовить мойву. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.